Вы видели, как эвакуировались люди? Нет, никто не эвакуировался вообще. По слухам, кто-то выпрыгнул со второго этажа с той стороны. Остальных выносили. Одна девушка вот сама выползла, горевшая. Версии есть, почему произошел пожар? Поджог? Он поджигал дома, чтобы снимать на телефон и выкладывать в интернет. Он смеялся в суде, когда ему зачитывали приговор за смерть 8 человек. Его зовут Александр Панкратов, и он не серийный убийца в классическом понимании. Он – продукт цифровой эпохи, где жажда лайков и вирусной славы может стать мотивом для самого чудовищного преступления. Это история о том, как детская тяга к огню выросла в пироманию, а пиромания нашла свое чудовищное воплощение в эпоху соцсетей. История, в которой есть все – нераскрытые поджоги, сомнительные признания, игра в кошки-мышки со следствием и 8 жизней, оборвавшихся в огне за считанные минуты. Сегодня вы узнаете, почему он улыбался, слушая о гибели людей. Что сильнее – психическое расстройство или желание прославиться? Как обычный работяга из Верхней Пышмы стал самым опасным поджигателем Екатеринбурга? И главное, почему система, знавшая о его опасной страсти с детства, не смогла его остановить до той мартовской ночи, когда в огне погибло 8 ни в чем не повинных человек? Начинаем. В Екатеринбурге есть районы, где до сих пор стоят старые, почти целиком деревянные дома. Они ветхие, темные, и в них живут люди, у которых часто нет другого выбора. Эти дома как порох. Им нужна только одна искра. 26 марта 2020 года эту искру принес 30-летний Александр Панкратов. Он шел пьяным с работы. В руке у него была бутылка с растворителем, который он взял на стройке. Он зашел в подъезд дома номер 91 на Омской улице. Единственный подъезд на весь дом. Он вылил жидкость на старые деревянные полы под лестницей, достал зажигалку и чиркнул. Огонь по сухой древесине пополз мгновенно. Он не просто горел, он бушевал, пожирая кислород и заполняя пространство едким, черным, смертельным дымом. В этом доме люди спали. У них не было ни единого шанса. 7 тел нашли потом в обугленных комнатах. Их не сожгло, их убил дым. Они задохнулись во сне. Еще одну женщину в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, но на следующий день она тоже скончалась. 8 жизней. За каких-то 20 минут. Но эта ночь на Омской улице не была началом. Она была кульминацией. Чтобы понять, что двигало этим человеком, нужно вернуться назад. Александр Панкратов родился в соседнем городе, Верхняя Пышма. И еще ребенком, как потом рассказывала в суде прокуратура, он испытывал странное, непреодолимое влечение к огню. Он любил играть с зажигалками, поджигать, что попало. Один раз это закончилось серьезно. Он устроил пожар в какой-то хозяйственной постройке. Тогда к административной ответственности привлекли его мать. Его самого поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Казалось бы, тревожный звоночек, кричащий. Но система сделала лишь формальную отметку. Потом он вырос, стал взрослым, работал на стройке, занимался отделкой, не судим, на учете у психиатра или нарколога не состоял. Хотя участковый, как выяснилось позже, замечал за ним склонность к частым обильным возлияниям. И эта детская страсть никуда не делась. Она дремала и проснулась весной 2020 года. За 2 недели до рокового пожара на Омской, 14 марта, Панкратов, будучи в сильном подпитии, поджег деревянный двухэтажный дом на Шевской улице. Там сгорела одна квартира. Люди успели выбежать, никто не пострадал. Чудо. Но для него это было не преступление, это было действие. Возможно, даже спектакль. У Александра была еще одна страсть, помимо огня. Он хотел внимания, хотел славы. Он вел какой-то блог, снимал что-то на телефон. И, по версии, оглашенной в суде, он мог поджигать дома именно ради лайков. Чтобы было что показать, чем удивить свою, пусть и небольшую, аудиторию.
Представьте эту адскую логику. Реальный человеческий страх, разрушение, опасность – все это превращается в контент, в способ самоутверждения. После пожара на Шефской улице он не остановился. Адреналин, чувство власти над стихией, а может и предвкушение будущих просмотров – все это влекло его снова. И через 12 дней он вышел на свой роковой съемочный объект – дом на Омской, 91. Он не планировал убивать 8 человек. Скорее всего, он вообще не думал о людях. Он думал об огне. О том, как красиво и страшно он будет полыхать. Возможно, он уже представлял, как будет монтировать это видео. Но на этот раз все вышло из-под контроля в самом страшном смысле. Огонь вышел за рамки его шоу и стал реальной катастрофой. После этого он, казалось бы, должен был испугаться, скрыться. Но зависимость – штука страшная. И пиромания, смешанная с нарциссическим желанием быть звездой, пусть даже преступного мира, оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Ранним утром 2 апреля, меньше чем через неделю после трагедии на Омской, он снова появился на Шефской улице. У того самого дома, который он поджег 2 недели назад, или у соседнего? Данные разнятся. Но факт в том, что он снова пытался что-то поджечь. И в этот раз ему не повезло. Рядом оказались сотрудники ДПС. Они и задержали его по горячим следам прямо у места нового возгорания. Так начался его путь из поджигателя в обвиняемого. На допросах он сначала многое рассказал, даже слишком многое. По его словам, поджогов было намного больше, чем знало следствие. Он называл адреса сгоревших нежилых зданий, сараев, заброшек в разных районах города. Следователи проверяли, и действительно, пожары там были. Получалась картина серийного пиромана, который, наконец, попался. Он подробно описывал, как совершал поджоги. Даже провел следователей по местам своих подвигов. Он говорил, что испытывает удовольствие, когда видит пламя. Все сходилось. И детская история, и признание, и мотив. Казалось бы, дело ясное. Но потом все перевернулось. Когда доходит до суда, люди иногда понимают всю тяжесть того, что натворили. Или понимают, какое наказание им грозит. Александр Панкратов от всех своих показаний отказался. Полностью. Его адвокат Игорь Упоров заявил, что первые признательные показания его подзащитный дал под жестким моральным давлением со стороны оперативников. Мол, его запугали, на него давили, и он, будучи в шоке и не до конца трезвым после задержания, оговорил себя. Жена Панкратова пошла еще дальше. Она заявила, что мужа попросту подставили, что он оказался удобным виновником для громкого дела. Так перед судом предстали 2 совершенно разных человека. Со стороны обвинения – хладнокровный, серийный поджигатель-пироман, движимый жаждой острых ощущений и внимания, чьи действия привели к массовой гибели людей. Со стороны защиты – обычный парень, жертва обстоятельств и давления системы, который ни в чем не виноват. Суд, а точнее суд присяжных, должен был разобраться в этой паутине. В России по таким тяжким статьям именно присяжные решают ключевой вопрос – виновен или невиновен. Им показали все доказательства. Записи с камер видеонаблюдения, которые фиксировали Панкратова в районе пожаров в соответствующее время. Данные биллинга его телефона, которые подтверждали его перемещение. Результаты обыска в его квартире, где нашли одежду с запахом горючей жидкости. И, конечно, заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Это был самый важный документ для понимания его личности. Эксперты долго изучали Панкратова, его историю, его мотивацию. И пришли к четкому выводу. На момент совершения преступлений Александр Панкратов был вменяем. Он осознавал характер своих действий и мог ими руководить. Диагноза, который бы исключал уголовную ответственность, у него нет. Да, у него есть патологическая тяга к огню. Да, возможно, расстройство влечений. Но это не делает его невменяемым. Это делает его опасным.
И присяжные это поняли. Их вердикт был жестким и однозначным. По самому страшному эпизоду, поджогу дома на Омской улице, где погибли 8 человек, они единогласно признали Александра Панкратова виновным в умышленном убийстве и уничтожении чужого имущества. А вот по первому поджогу на Шефской, где, к счастью, обошлось без жертв, коллегия присяжных его оправдала. Почему? Вероятно, сочли доказательства по тому эпизоду недостаточно прямыми и неопровержимыми. Это важный момент. Присяжные действуют по внутреннему убеждению. Они не обязаны логически объяснять, почему один эпизод доказан, а другой нет. Для них главное — факт. А факт был таков: виновен в гибели 8 человек. И вот наступает день оглашения приговора. В зал суда вводят Панкратова. Ему зачитывают. По совокупности статей, учитывая особую жестокость, хулиганские побуждения и гибель многих лиц, суд назначает ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Пожизненного. С отбыванием в колонии особого режима. Плюс к этому обязанность выплатить потерпевшим, родственникам погибших, моральный вред. Сумма была символической. Просто юридическая формальность. 1 100 000 рублей. Никакие деньги не вернут 8 человек. И в этот самый момент, когда судья произносит слово «пожизненное», некоторые СМИ и присутствовавшие в зале отмечали: на лице Александра Панкратова промелькнула улыбка. Он усмехнулся. Этот смех, эта усмешка стали приговором ему самому, его личности, лучше любых экспертиз. Это было не нервная реакция, это было презрение. Презрение к суду, к погибшим, к самой системе правосудия. Человек, который, возможно, поджигал дома ради лайков, в последний раз продемонстрировал свое истинное лицо. Лицо того, для кого чужая жизнь и чужая смерть не стоят ровным счетом ничего. Это был жест полного, тотального морального банкротства. Почему он так поступил? Возможно, это была последняя, отчаянная попытка сохранить образ крутого парня перед самим собой. Возможно, так проявлялась его глубокая психопатология, в которой не было места ни эмпатии, ни раскаянию. А возможно, это была просто бравада того, кто так и не понял, где заканчивается его личное шоу и начинается реальный мир с его реальными, необратимыми последствиями. Дело Александра Панкратова закрыто. Он получил высшую меру наказания в современной России. Но вопросы остаются. Вопросы к системе профилактики, которая знала о его опасных наклонностях с детства, но ограничилась лишь бумажкой в картотеке. Вопросы к обществу, порождающему культ насилия и внимания любой ценой, где лайк может стать извращенной валютой, ради которой совершаются преступления. И главный вопрос — как остановить следующего Панкратова, пока его детское увлечение спичками не превратится во взрослую трагедию, у которой, как в том доме на Омской улице, нет ни шансов, ни выхода. Но история Александра Панкратова — это не только история одного человека, это еще и история места. Того самого дома на Омской, 91. Чтобы понять, почему пожар оказался таким стремительным и смертоносным, нужно представить себе не просто старый дом. Это был деревянный барак, ветхое строение, которое, казалось, дышало на ладан. Такие дома — наследие советской индустриальной застройки. Они строились как временное жилье для рабочих, но временное растянулось на десятилетия. Деревянные перекрытия, сухая, пропитанная пылью древесина, часто отсутствие элементарных противопожарных перегородок — это идеальная ловушка. В таких условиях огонь распространяется не со скоростью горения, а со скоростью взрыва. Он не оставляет времени. Он съедает кислород за минуты, наполняя пространство не дымом, а угарным газом, невидимым, без запаха, убивающим во сне. Люди, жившие там, не были маргиналами. Это были обычные, чаще всего не молодые, не богатые жители Екатеринбурга. У них не было выбора. Это было их жилье, их кров, их единственное место в мире. Они легли спать в обычный мартовский вечер, ничего не подозревая. Они не знали, что по улице идет человек с бутылкой растворителя.
Человек, для которого их дом, их жизни стали всего лишь декорацией для его личного спектакля, фоном для потенциального ролика, который, возможно, он так никогда и не снял. Следствие после задержания Панкратова работало масштабно. Было допрошено около 100 свидетелей, проведены десятки экспертиз, от трассологических, изучавших следы горючей жидкости, до пожарно-технических, восстановивших динамику и скорость распространения пламени. Но самая важная экспертиза была, конечно, психолого-психиатрическая. Перед экспертами стояла сложнейшая задача – отделить диагноз от преступления. Да, у обвиняемого наблюдаются признаки пиромании, патологического, импульсивного влечения к поджогам. Но где грань между болезненным влечением и криминальным умыслом? Эксперты пришли к выводу, что эта грань была нарушена сознательно. Панкратов не был невменяемым лунатиком огня, который не понимал, что делает. Он брал горючее с работы, выбирал места, следил, чтобы его не заметили. Это была осознанная, последовательная деятельность. Его влечение к огню было топливом, но руль и педали были в его руках. Он мог не остановиться, но он же и начинал. Отдельная мрачная линия — это его отказ от признаний. В криминалистике это классический ход. Сначала в состоянии стресса после задержания человек рассказывает все, даже лишнее. Потом приходят адвокаты, приходит осознание, приходит страх перед пожизненным сроком. И начинается обратный процесс. Я ничего не говорил. Меня заставили. Я не помню. Панкратов пошел именно по этому пути. Его защита строилась на идее процессуальных нарушений. Мол, доказательства собраны с нарушениями, признания выбиты под давлением, вещественные доказательства могли быть подброшены. В какой-то момент ему, вероятно, даже показалось, что это может сработать. Ведь один эпизод присяжные действительно не засчитали. Но по главному, гибели 8 человек, эта тактика дала сбой. Объем улик был слишком велик. Его телефон сдавал его местоположение. Камеры фиксировали его силуэт. Химический анализ не врал. И вот что поразительно, даже в этой ситуации, уже сидя в СИЗО, понимая, что ему грозит, Панкратов, по некоторым сведениям, продолжал играть роль не раскаявшегося грешника, а несправедливо обиженного крутого парня. Он строил из себя жертву системы. Его улыбка в суде была кульминацией этого спектакля. Это был жест не сломленного человека, а человека, который так и не вышел из своей роли. Для мира он был уже осужденным убийцей, а в своей голове он, возможно, оставался тем самым блогером, хозяином огня, который бросил вызов всему миру и теперь усмехается ему в лицо. Эта психологическая нестыковка, это полное отсутствие контакта с реальностью, пожалуй, страшнее любого расстройства. А что же общество? Реакция была яростной. В комментариях под новостями о приговоре люди требовали не просто пожизненного, а гораздо более жестких мер. Трагедия на Омской всколыхнула старые ноющие проблемы. Проблемы ветхого жилья, проблемы социального неблагополучия районов, проблемы работы полиции и участковых, которые, казалось бы, должны были знать о таких, как Панкратов, еще до того, как они совершили самое страшное. Возникли вопросы: а сколько еще таких тихих пироманов живет рядом с нами? И что делать с тысячами аналогичных деревянных домов пороховых бочек, разбросанных по всей стране? Дело Панкратова стало не просто уголовным процессом. Оно стало символом. Символом того, как личная патология, помноженная на современные больные тренды погони за славой, сталкивается с хрупкостью и уязвимостью жизни самых обычных, незащищенных людей. Он поджигал не просто дома, он поджигал доверие. Доверие к тому, что твой дом — это крепость, что ночью можно спокойно спать, что между детской шалостью с огнем и взрослым преступлением есть непреодолимый барьер. Этот барьер оказался иллюзией. Его пожизненный срок — это точка в уголовном деле, но это не точка в истории.